Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какое счастье на твоем пороге?». И прежде чем начать, сразу говорю, выбирайте свою колоду. Это колоды Мира ведьмы и деда номер 1, номер 2 и номер 3. Если хотите такую колоду, то на Бусти в самом верхнем посте есть макеты этих колод. Можете себе распечатать, можете продавать, если хотите, я не против. И вот так вот все. Вот, это на уровне проживания арканов. Обязательно приходите в проживание арканов, проработаете свою жизнь от и до. Выйдете, как говорится, в новую жизнь с улыбкой на лице. Итак, ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Единички. Первые две карты — это сигнификация, что сейчас в твоей жизни происходит. Но знаешь, у тебя, знаешь, такой вот тягучий, медленный период. Но он капец какой важный. Ты знаешь, ты как будто сейчас год уже копаешь тоннель чайной ложкой. Каждый день у тебя одно и то же. Работа, дом, мелкие дела, спать и так далее. У тебя ощущение, что ничего не происходит. И прогресс, он настолько незаметный, что хочется все бросить. Но знаешь, на самом деле вот эта твоя монотонная работа, вся вот эта рутина, которую ты тянешь, это подготовка к чему-то грандиозному. Ты сейчас сдаешь свой главный жизненный экзамен. Вселенная на тебя смотрит и оценивает каждый твой шаг, каждое твое проявление терпения, каждое твое утро, когда ты вот заставляешь себя вставать и делать то, что надо, а не то, что хочется. И это не просто затишье перед бурей, нет. Это вот финал, который ты сама писала последние несколько лет. Все твои прошлые поступки, все твои решения, все твои обиды, вся твоя злость, вот все, что ты простила и все уроки, которые ты выучила, все это сейчас складывается в одну большую картину. И вот-вот скоро прозвучит вот этот финальный аккорд. Ты знаешь, ты стоишь на пороге кармической развязки. Это как в суде. Приговор написан, и скоро его огласят. И, судя по всему, ты свой процесс выигрываешь. Вся вот эта медленная, нудная работа, жизнь, это все вот-вот даст результат. Ты еще этого не видишь, но земля под ногами уже начинает меняться. Поэтому готовься, скоро вот все то, что ты так долго упорно строила, все это обретет форму. Так какое счастье-то к тебе придет? Самое сладкое. Счастье, которое идет, это не какая-то, как сказать, ванильная история про бабочек в животе. Нет, тебе идет очень темная, очень мощная и пьянящая женская сила. Ты скоро поймешь, что быть хорошей девочкой — это скучно, невыгодно, нудно и вообще это не твое. Тебя ждет тотальное раскрепощение. Ты себе разрешишь быть плохой. Ты себе разрешишь быть эгоистичной, жадной, сексуальной даже. И получишь от этого невероятный кайф. И это будет твое личное знакомство со своей теневой стороной. Ты обнаружишь, что в этой тени скрыта огромная сила. То есть, знаешь, ты станешь такой женщиной, которая не просит, а берет. Которая не ждет подарков, а покупает себе все, что хочет. Которая не боится своих желаний, а наслаждается своими желаниями. И это счастье земное, материальное, очень чувственное. Ты знаешь, ты начнешь получать удовольствие от всего.
от еды, от красивой одежды, от своего тела, от власти над мужиками даже. Ты превратишься в настоящую императрицу, но не светлую и добрую, а ту, которая заключила сделку с дьяволом. И вот эта сделка — это принятие своей природы во всей ее полноте. Ты поймешь, что твоя сексуальность, там, твоя жадность до жизни, все твои грехи — это не слабости, это твои главные козыри. И как только ты перестанешь себя за это осуждать, мир у твоих ног ляжет. Совет, ну знаешь, тебе нужно совместить несовместимое. То есть ты должна действовать с бешеной скоростью и страстью, да, но с холодной головой. Хватит вот это рефлексировать, сомневаться, думать. Ну, думать надо, я имею в виду долго думать. Твоя задача прямо сейчас разработать четкий, логичный, даже немного циничный план по захвату мира. Сядь и без эмоций реши, чего ты хочешь на самом деле. Не вот это вот правильно, хорошо, а то, чего ты хочешь, прям вот до дрожи в коленках. Распиши этот план по шагам, как вот бизнес-план. Безжалостно все отруби, что тебе мешает. Ну, этот нытье, страхи, мнение чужое. Понимаешь? И вот когда вот этот вот холодный, острый план будет готов, тогда включай свою внутреннюю фурию. Не думай ни секунды, просто беги и делай. Вкладывай в каждый шаг всю свою там энергию, страсть, весь свой огонь. Не оглядывайся, не сомневайся, просто вот исполняй его с максимальной скоростью. Твой девиз на ближайшее время — это вот, как сказать, этот, как его, жаль, как пчела, забыл, называется как. В боксе есть высказывание, блин. Ну, в общем, быстро бегай, быстро прыгай. Сначала, конечно, холодный расчет, стальная логика, потом вот эта стремительная и безоговорочная атака на свое желание. То есть у тебя исполнение твоего желания. Причем очень плохого, судя по императрице с дьяволом. Итак, ты все поняла? Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Первый вопрос у нас, что сейчас в твоей жизни происходит для сигнификации, а ты сейчас в декорациях живешь. У тебя вот прям, знаешь, вот идеальная картинка семейного счастья. Как в рекламах есть же, все улыбаются, дом полная чаша, со стороны посмотришь, просто идиллия. Но десятка кубков у нас тройка мечей. Ты вот изо всех сил поддерживаешь вот этот фасад, потому что очень хочешь верить, что это и есть твоя реальность. Ты в создании вот этого всего, знаешь, вот ты в «мы» вложила всю душу. Все свои мечты о идеальной семье, про любовь до гроба. И вроде бы вот все получилось, да, судя по десятке кубков. Но в этой всей, как сказать, в этой всей красивой картинке ржавый нож торчит, который пронзает твое сердце. За закрытыми дверями, когда вот никто не видит, ты прекрасно знаешь, что вся вот эта идиллия — это ложь. Произошло то, что разбило сердце вдребезги. Это предательство, это какая-то жестокая правда, которая открылась. И вот ты живешь в этом, как сказать, шизофреническом состоянии. Днем ты играешь роль вот этой счастливой женщины, а по ночам слезы глотаешь, потому что правда, она никуда не делась.
Ты пытаешься склеить разбитую чашку, делая вид, что она целая, но трещины-то они никуда не исчезли. И вот это состояние, когда твоя мечта обернулась самой большой болью, это то, где ты сейчас находишься. Вот прямо в этот момент. Так какое счастье к тебе придет скоро? Это не новый мужчина, нет, и не заплатка на старые отношения. Это счастье, это ты сама. Новая ты. Ты скоро превратишься из женщины, которая строит свое счастье вокруг семьи, в женщину, которая строит свою собственную империю. Тебя ждет мощный прилив энергии, мощный прилив амбиций, желание действовать. Ты просто внезапно поймешь, что мир, он гораздо больше, чем твоя кухня, твоя спальня, твой зал и раковина с грязной посудой. У тебя появится свой собственный масштабный проект. Это или новый бизнес, или карьерный взлет, но это то, что заставит тебя плечи расправить и вдаль посмотреть. Сейчас ты не веришь, сейчас тебя предали, ты сидишь с ножом. В сердце я имею в виду. Но твое счастье, оно будет в том, чтобы вот стать капитаном своего корабля. Перестанешь ты оглядываться там на вот этого мудака. Ждать одобрения тоже от всех перестанешь. Ты сама будешь цели ставить и сама будешь их достижать. Ну, достигать. Понимаешь? И идти будешь к этому, не замечая препятствий. Ты почувствуешь вкус к жизни, вкус к приключениям, к риску и так далее. И самое главное, ты увидишь перед собой бесконечные горизонты. Понимаешь? Которые раньше скрыты были за стенами твоего якобы идеального дома. Это будет счастье, знаешь, от своей собственной силы, от своей независимости, от предвкушения великих дел, которые тебя впереди ждут. Ты скажешь: дед, ну какие-то маленькие счастья. Что карты показывают, то и говорю. Если хочешь, чтобы тебе там пожелали миллиард долларов, который не придет, это на другие каналы. Так какой совет? Чтобы все вот это реальностью было, тебе выбор нужно сделать. Но не сердцем, а головой. Хватит плавать в этом киселе эмоциональном и пытаться найти компромисс там, где его вообще нет. Тебе нужна абсолютная кристальная ясность. Ты знаешь, ты должна сесть в тишине и принять всего лишь одно единственное, но очень четкое холодное решение. Понимаешь, это как вот на алгебре, в математике. Есть только один правильный ответ. Вот тебе нужно отрезать все сомнения, все вот эти свои «а может быть», понимаешь, и двинуться. Карты говорят, что твой путь лежит через осознанный выбор. Ты стоишь на развилке, и дальше так вилять не получится. Либо ты выбираешь оставаться в своей вот этой болезненной иллюзии, либо ты выбираешь себя и свою правду. И этот выбор, он должен быть сделан не на эмоциях, а на основе трезвого анализа всей ситуации. То есть, знаешь, это тот самый момент, когда нужно включить свою вот эту снежную королеву, да, и решение принять, которое покажется жестоким, но оно будет единственно верным для тебя. И ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. И слушать всех подряд перестань. Свой разум только слушай. Он уже знает правильный ответ. Твоя семейная идиллия — это только обертка. А внутри, как говорится, стройка мечей только. И выбор сделать нужно. И ты знаешь уже какой, даже подсказывать не нужно. Выбери себя. Итак, давайте перейдем к третьему варианту.
троечки. Сегодня короткий расклад по... Фу, да что ж такое, заговариваюсь. Короткий расклад про твое счастье. И первый вопрос для сигнификации, что сейчас в твоей жизни происходит. Ты зависла, а чего тут я по-другому как скажу тебе? Но только это не то зависание, когда ты вот просто лентяйка, ничего не делаешь. Не, это гораздо глубже. Ты как будто вот добровольно подвесила себя за ногу между двумя мирами. С одной стороны, у тебя твоя привычная, понятная жизнь, а с другой ты видишь новый путь, новые возможности, вообще другую реальность. И ты вот застряла между ними, потому что ты выбрать не можешь. Но фишка в том, что ты и не пытаешься. Ты сознательно находишься в этой паузе, потому что ты понимаешь, что шагнуть в новое нужно полностью перевернуть свое мировоззрение. Аж тебе это страшненько, ленивенько и вот это вот все. Прямо сейчас ты смотришь на свою жизнь как со стороны. То есть там под другим углом. Ты жертвуешь своим временем, своей энергией, своим комфортом, чтобы наконец-то понять, чего ты на самом деле хочешь. И это очень мучительное, подвешенное состояние, когда ты уже не там, но еще и не здесь. Понимаешь? И вот как будто вот ты на балконе стоишь и смотришь на два разных города и не можешь решить, в какой из них спуститься. И пока ты решение не примешь, ты так и будешь висеть в этом, как сказать, как называется-то, в потустороннем мире, безвременье. Вселенная, она тебе паузу дала не для отдыха, а для тотальной переоценки ценностей своих. И пока ты ее не закончишь, ничего в жизни не сдвинется с мертвой точки. Да какое счастье-то к тебе придет скоро. Слезешь с этого крюка зависшего, на котором висишь. Тебя ждет прям королевское счастье. Но это не про мужика, который придет, спасет. Забудь про это. Вообще вот просто забудь. Счастье, которое у твоего порога стоит, это счастье тотальной, роскошной самодостаточности, я бы сказал. Ты превратишься вот в женщину, которая сама себе и королева, и государство, и главный спонсор. Ты выстроишь свой собственный райский сад, в котором тебе будет настолько хорошо, что мысль о том, чтобы пустить туда-то кого еще, это, как сказать, это будет вызывать у тебя только скуку. Понимаешь? То есть тебя период ждет такой, когда ты будешь получать кайф от всего, что сама создала. Будешь наслаждаться там своими деньгами, своим домом, своим телом, своей свободой. Ты станешь той самой женщиной, на которую другие смотрят с завистью и не понимают, откуда у нее все это. А секрет будет прост. Ты просто поймешь, что главный ресурс твоей жизни – это ты сама. То есть ты станешь плодородной землей, которая дает урожай без какой-либо помощи. И это будет счастье. Счастье от ощущения полного контроля над своей жизнью, от своей красоты, от своей ухоженности, от своей независимости. Ты станешь женщиной, которая ничего у мира не просит, потому что у нее и так все есть. И это будет самый сладкий кайф в твоей жизни. Совет, совет, как туда добраться. Твой путь к этому раю через воду лежит. Тебе нужно перестать бороться со своими эмоциями и научиться в них плавать, как рыбешка, понимаешь? Хватит пытаться контролировать свои чувства. Хватит их анализировать, хватит бояться своих чувств. Твоя задача — стать хозяйкой своего вот этого внутреннего океана. Ты должна научиться любить себя в любом состоянии. Там, когда злишься, когда плачешь, когда радуешь, неважно. Ты должна стать для себя самой главной любовью, самым близким другом, самой понимающей мамой. Перестань искать утешение и принятие где-то там, найди внутри себя их. И вот когда ты достигнешь вот этого состояния, тотальной любви к себе,
Когда ты наполнишь свою вот эту чашу до краев, тогда ты и будешь готова к настоящему мужику. Понимаешь? Тебе нужно искать не того, кто тебя спасет или дополнит, а того, кто равен тебе. Твой следующий шаг — это руку протянуть такому же самодостаточному и такому же эмоционально зрелому человеку, как и ты сама. Тебе нужны не отношения типа вот спасатель жертва или там папочка ребенок. Тебе нужен союз двух душ, двух равных партнеров, которые смотрят в одном направлении и уважают меры друг друга. Но сначала стань для себя идеальным вот этим партнером, а потом уже найди того же, только снаружи. И всегда помни, что дед всегда рядом.